Я приветствую вас всех. Итак, друзья мои, сегодня последний день уходящего года. Если кто-то этот видеоролик посмотрит через несколько лет, а может через много лет, сегодня у нас 31 2022 года. И год переходит на следующий. Как приветствовать хозяина года, я сниму чуть позже. Просто здесь говорю, чтобы не было паники, что когда ритуала, чего. У нас еще есть время. У нас еще достаточно времени, поэтому я сниму, и вы успеете провести и встретить хозяина города. Но сегодня я хочу подарить вам ритуал, который очень актуален, и этот ритуал можно проводить и следует проводить во все праздники. Я вам уже говорила, что праздники – это энергия. Вот неважно, когда какой праздник был создан, или идет из древности, или это новый праздник. В течение времени, десятки лет, сотни лет, тем более, если празднуют этот праздник именно в это время, этот праздник набирает энергию, силу. И праздничные дни, они самые травмоопасные сами по себе, но и самые энергоемкие. Не всегда эта энергия положительная, но в этом ритуале, который я вам дарю, нет никакой разницы, какая энергия у этого праздника. Естественно, не дни траура, а праздника, чтобы вы понимали. Любой праздник, будь то какой-то там национальный, церковный, тоже ведь празднуют люди, и есть то есть большое количество людей, которые этот день празднуют. Но не очень следует церковные использовать, не советовала бы, поскольку это эгрегор все-таки нищеты. Но даже если проведете, оно сработает в вашем случае как угодно. То есть как надо, неправильно сказала. Как вам угодно, хотела сказать. В любой праздник. Однако дайте предпочтение все-таки светским праздникам. День рождения сюда не входит. День рождения – это обнуление своей жизни и начало по новой. Я уже об этом снимала. Почему нельзя? Не стоит праздновать день рождения. Ну или не с большим там, как бы сказать, не с большими затратами. Вообще старайтесь особо не сходить с ума и особо много не тратиться, потому что от этого не зависит, какой будет следующий год. Чем больше вы потратите для встречи Нового года, тем беднее вы можете быть в следующий год, потому что вам потом эти долги отдавать. Я знаю людей, которые брали кредиты такие нормальные, чтобы праздновать Новый год. Я считаю, что это люди, которые никогда в жизни ничего не добьются. У них нет качества лидера. Они делают все с оглядкой на других. Вот как у других, вот я тоже так хочу. Лидер, он совершенно по-другому устроен. Он делает так, как он считает нужным, так, как ему нужно. Он живет своим умом, и поэтому он добивается всего. А ведомые люди, они вот посмотрели, у того на столе вот это есть, и я хочу. Пошли, купили. А потом весь год отдают этот долг, этот кредит закрывают дома. Крики, ругань, агрессия друг на друга, ну, потому что все-таки нехватка денег, она как бы хорошо не влияет на семейную жизнь, правда? Поэтому вообще люди сейчас, нормальные люди 21 века, если честно, они дома-то особо большие затраты не делают. Или предпочитают пойти, например, в ресторан, заранее заказывают, сидят, пьют, гуляют и идут домой. Ничего не надо мыть, не надо ничего чистить, стирать. Ну и прекрасно, собственно говоря. То есть не зацикливайтесь на больших затратах. Но вот сейчас я вам дарю этот ритуал. Вы можете провести этот ритуал вот во все праздничные дни. Вот пока идет Новый год. Там по старому стилю, по новому стилю. То есть вот этот весь период праздника вы можете провести его.
Можете хоть 12 ночи его сделать. Но перед этим хочу вам прочитать такой интересный пост. Дело в том, что я такой ритуал давно хотела снять и как-то намекала и говорила, и женщина, услышав мои слова, сказала, ну, то есть подтвердила то, что я говорю, и я поняла, что пришло время этот ритуал вам подарить. Она поневоле, подсознательно провела этот ритуал, понимаете? Только немножко по-другому. А я вам даю более таком правильном, усиленном варианте, который наверняка получится. Благодарю вас, Инга. Внимательно прослушала вас. Был год, когда на столе ставить было нечего. Детей к родителям отправила, а сама на стол поставила стакан воды, соль и кусочек сухого хлеба. И у меня такой год был в изобилии. Я поверить не могла, так как стол пустой был. А прибыли было, дай бог, каждому. Я еще раз благодарю вас, желаю в новом году здоровья и так далее, и так далее. И я сказала, вы совершили древний ритуал, не зная того. И я хочу вот этот древний ритуал, который на самом деле совершали. Я это узнала от знакомой моей бабушки. Но я совершала этот ритуал в студенческие годы, потому что тогда мы отмечали с друзьями, было время. И я всем говорила, принесите мне хлеб, соль и воду. И все смеялись. И действительно, год был изобильный. Я говорила, знаете, так, то есть своими словами. Все, что я хотела получить в следующем году. Но лучше читать заговор. Когда ты читаешь заговор, ты не отвлекаешься никуда. И вот вся твоя энергия, она направлена, как стрела, пробивает эту стену. Вот почему заговоры, ритуалы созданы. Это призыв определенных сил, это призыв определенных, скажем так, энергии, да. И тогда ты не отвлекаешься в сторону, ты не придумываешь, чтобы сказать, что еще я хотела и прочее. Не отвлекаешься, да. Итак, хлеб всему голова, вы это знаете. Хлеб, как правило, ржаной или черный, желательно. Если нет, то возьмите любой. Вода, просто вода. Здесь серебряная там утварь, но это не обязательно, можно в обычной. Соль. Без соли человек не может. Соль нужен и животному миру. И я помню, как мы в детстве с дедом носили большие такие глыбы соли, оставляли в лесу для лесных животных. То есть соль – это то, чего у нас нет в организме, поэтому мы добавляем. А так вся таблица Менделеева у нас есть. Так вот, в чем смысл этой работы, этого ритуала? Человеку, чтобы быть всегда сытым, нужен хлеб. То есть это пища олицетворяет. Нужна вода. И вода, она не только именно как питье, вода еще как здоровье, потому что все основано на воде. И, основные снадобья, да, перемешивали с водой. Да вообще человек состоит из воды в основном. И, естественно, соль, который всегда был на столе. Хлеб, соль – это символ мира, благополучия семьи, спокойствия, ну еще и богатства. Для того, чтобы усилить эффект, лучше разложить на алтарь или на стол, если у вас есть столик маленький. Разложите монеты, деньги разных стран, ну, с которыми вы работаете или получаете, какие-то украшения, то есть показывая вот к чему нужно притянуть это богатство. Если у вас сейчас ничего нету, ну ничего не кладите. Возьмите хлеб, соль и воду. Далее. Это можно делать в любой праздник, уже объяснила вам. Энергию праздника используйте себе во благо. Так, далее. Это еще как вам сказать, как трапеза. С мирами, с духами мироздания, да, с мирами, которые параллельно с нами, со своими предками.
Некоторые скажут, а если мои предки там были плохие люди, послушайте меня. Вот ваши предки, может быть, с родителями не сложилось, может, с дедом, с бабушкой не сложилось, но у вас ведь в роду были и хорошие люди. Если ваш род дожил до этого дня, продолжился, и вы родились, значит, в вашем роду были и хорошие люди, ради чего, то есть, позволили этому роду продолжаться. Вы думаете, все роды, которые были, они дошли до наших дней, дожили? Нет, многие из них уничтожились на полпути к истории. Мы никогда не узнаем, какие были люди, как они выглядели и прочее. Так что у вас в роду наверняка были и хорошие люди, которые вам могут покровительствовать. Демоническое древо, которое присутствует и дает талант, и знания, и власть, и деньги людям. Божественное древо, души ушедших, павших за нас, которые мы должны благодарить за то, что мы живы и существуем. Одним словом, можете в 12 ночи это провести. Можете провести, то есть, 00:00, имею в виду, под Новый год или в Новый год. Можете после новогодние все праздники. Вот будет еще там 9 мая, проведите на 9 мая, хоть это и праздник там со слезами на глазах, но в любом случае есть энергия у этого праздника. Любой праздник. Берете и проводите этот ритуал. И тогда у вас, если под Новый год или во время Нового года, значит, у вас год будет изобильный. Но учтите, вы можете это повторять. Вы можете каждый праздник просто прийти, взять и провести. Это несложная работа. И весь год обеспечить себе изобилием. И для того, чтобы это усилить, я просто как бы добавила и атрибуты призыва богатства. Да, атрибуты богатства. Желательно. И почему стол должен быть круглый или алтарь? Я вам объясняла уже, чтобы по кругу все шло и возвращалось к вам обратно. Деньги по кругу, дача по кругу. Все время, чтобы не заканчивалось. Итак, начнем. Я прочитаю 1 раз, а вам нужно читать 6 раз. И покажу, естественно, что нужно делать при этом, при чтении. Значит, берете хлеб в руки. Нужно посолить. Тут маленькую часть. Нужно сделать так, чтобы ваш хлеб, чтобы хлеба хватило на 6 раз. То есть последний там кусочек, то, что останется, вы должны доесть, естественно. Каждый раз нужно посолить хлеб, наговорить, значит, откусить, съесть этот кусочек хлеба и запить водой. Я проведу для себя. Естественно, остальные 5 раз скажу без камеры. Но, значит, 1 раз я вам покажу все действия. Слова следующие. Трапеза моя священна. Делю хлеб, соль силами мироздания. Прошу у них блага для себя. Ведь я их создание. Хлеб всему голова, а соль хлеба сестра, а вода их кровный брат. Хлебом мне быть сытой, солью защищенной, водой изобилие получить. Хлеб, соль делю силами мироздания. Отныне долю добрую иметь, богатеть да богатеть. Всюду мне удача и почет. Деньгам своим мне не знать счет. Вся в обновах, в дарах и при полных сундуках. В мехах да в соболях, в алмазах, в жемчугах, в золоте да в серебре. Все, что имею, приумножится. Одна станет сотней, сотня тысячей, с запада и востока, с севера и юга. И до самого вселенского круга. Собирайся, богатство, в доме моем. Приходи, удача, и живи в нем. Боги великие, демоны могучие, силы вселенские, духи мироздания, души ушедших, благословите меня, человека, на дела благие, на славу добрую и на удачное житье, на богатую долю, на изобильную жизнь. Делю хлеб-соль с вами, принимайте меня в свое братство. Отныне доля моя, удача и богатство.
Истинно так, и так будет, заклинаю. И вот этот кусочек, который посолили, вы откусите. И вот кусочек съели и запивайте водой. Этой воды тоже должно быть достаточно на 6 раз. Кстати, вы можете это дать и своим детям. Вот просто каждому дать хлеб, кусочек хлеба, поставить воду, стакан и соль общий ставьте на стол. И начитайте, и все они солят, кусают, кушают, выпивают. Потом снова начитайте. Вы можете для всей семьи так провести, собственно говоря. И в конце это все съесть, весь хлеб, и запить полностью ту воду, которая есть. Это не обязательно, чтобы каждый член семьи читал, потому что вы призываете в свой дом. Будут вместе с вами читать, и замечательно. Проведите это на праздники. Вот как начинаются какие-то праздники, особенно так национальные праздники, семейные праздники, государственные, всегда они сопровождаются вот этим вот энергетическим всплеском. Просто если есть профессиональные праздники, там День МВД, День ВДВ, понятное дело, что это их профессиональный праздник. Но в любом случае тоже есть определенный такой сброс энергии в атмосферу, в мироздание. И вы можете эту энергию использовать во благо для себя и для своей семьи. Удачи вам и всех благ!